Сейчас я вам покажу, как я готовлюсь к родам кошки, потому что вот этой мадамочке скоро рожать, видите, уже животик, и мы делали УЗИ, по УЗИ видно, что вот она родит буквально в течение недели. Ну и сроки я не знаю, потому что она постоянно жила с котом, и спаривания у них были постоянно, поэтому мы не можем там отследить четко, хотя я знаю, что Сингапур по опыту там других людей, ну и в целом они рожают примерно на 62-й день. Сейчас у нее как раз около 60 с чем-то дней, судя по УЗИ. Вот эта родилка, она очень для меня удобная. Я где-то ее на Авито покупала, ну, новую. Я уже не помню, где, если честно. Вот. Чем она удобна? Тем, что когда я принимаю роды, мне удобно откинуть и в целом потом проверять малышей. А для кошки здесь довольно-таки уютное, темно, много места. И даже если кошка не всегда приходит поначалу в родилку, я все равно стараюсь ее потом переводить сюда, потому что это удобнее и кошке. Когда родятся котята, они не будут выпадать, вылазить куда-то долгое время, то есть они будут в гнезде, и мать будет меньше нервировать. Что обычно я туда кладу? Несколько пледов обычно. То есть чтобы прям мягко-мягко было. Кстати, остался фиксатор. Вот здесь мягкая штучка, пледик еще, чтобы мягко, потому что кошки любят на мягком все-таки рожать. Вот. И сейчас я буду застилать пеленки в несколько слоев, потому что в родах у кошки бывают разные выделения, ну, разное количество выделений. Выделения у всех одни практически, а количество их разное. И я делаю несколько слоев, потому что удобно из-под кошки просто их достать, чтобы дальше она лежала на чистеньком. Ну, а потом по итогу она остается просто на пледиках. У меня весы всегда с собой, потому что котят надо будет взвесить, и это как бы не просто какая-то прихоть, то, что мне прям срочно нужно узнать, там, сколько весит. Но это нужно отслеживать всегда вес, потому что котята, бывает, плохо набирают, не доедают, и это не всегда понятно по маленькому котенку, когда он уже станет совсем вялым, может быть поздно. Поэтому нужно просто отслеживать каждый день. Иногда в некоторых случаях по несколько раз в день, поэтому, собственно, весы у меня всегда здесь живут, когда котята ожидаются. Обязательно много тряпочек. Тряпочки нужны для того, чтобы обтирать котят. Часто бывают захлебыши, еще что-то. Им нужно растирать. Для этого очень удобны тряпочки. В принципе, кошке помочь, чтобы она там силы не тратила. Вот. Инсулинка – это для окситоцина. То есть окситоцин у меня всегда есть. Он не всегда нужен, но как бы он у меня на всякий случай есть. Для него инсулинка. Это набор для зондового, так сказать, выкармливания. То есть, если котенок слабый или набирает, я сейчас предпочитаю совсем малышей не на соску ставить, а кормить зондом, потому что это предотвращает риск захлебов молоком. То, что пошло куда-то не туда, это бывает, поэтому вот. Ну и для него же, собственно, шприц, на который одевается, в зависимости от возраста котят, 2, 5, 10 миллилитров. Удобнее сегодня 2,5, 10, потому что уже он очень мощно идет. Так что вот так мы готовимся потихонечку. Кошки прям вот скоро уже, поэтому следим. Записывать обязательно. Записываю я в телефон. Раньше использовала тетрадку, но сейчас по-разному, как удобнее. Чаще всего, если особенно немного котят, у нее много не будет. Это такая порода, они не дают, там, как мейн-куны могут по 9 давать. Когда меньше 5 котят, удобно очень в телефоне все записывать. Тут вообще мы ожидаем 1-2. В телефоне что записываю? Обязательно время родов. То есть сколько проходит от момента рождения котенка. Это нужно для того, чтобы отследить, вышла плацента или нет. Если плацента вышла, как бы все, просто ставлю плюсик, что плацента вышла, все нормально. Если плацента не вышла, мы даем 2 часа там, хотя в норме она должна выйти сразу, либо со следующим котенком, потому что бывает такое, что там следующий котенок просто ее проталкивает. А так между родами в норме у кошки проходит между котятами где-то 2 часа, но опять же надо смотреть по состоянию, иногда больше, иногда меньше, чаще всего быстрее проходит. В целом кошке дается, насколько я помню, сейчас по регламенту около суток, но я стараюсь все равно следить интервал 2 часа. Можно прощупать, понять, осталось там что-то или нет. Если есть сомнения, то, конечно же, я повезу кошку на УЗИ, но чаще всего это все прощупывается, осталось что-то в кошке или нет. И если проходит там больше уже 3 часов, 4, я вижу, что что-то идет не так, рядовая остановилась, то это как бы окситоцин, либо там еще разные методы есть, но самый такой действенный, это, конечно, окситоцин, который я стараюсь максимально не использовать, а все-таки дожидаться, но бывает по-разному. Да, кошка? Ты же моя хорошая.
Некоторые кошки хорошо рожают сами, прям вот полностью сами, и я стараюсь не лезть никогда в процесс, только просто наблюдать, там записывать. Но часто кошки, особенно первородки, что-то может пойти не так, и они прям просят внимания. Некоторые прям ленятся, они не хотят там съедать после, там доставать его, приходится помогать. Бывает, первородок котенок как-то не так встал, и иногда приходится помогать вытаскивать. Кошки, конечно, не собаки, вы прям туда не можете залезть. И у собаки можно чуть ли не в петлю залезть и перевернуть щенка, чтобы он вылез как надо. У кошки так практически не получится. Можете чуть-чуть помочь уже, когда котенок пошел. Бывает такое, что там идет ногами, она может перенервничать, начать отгрызать сразу пуповину. То есть и в этом случае, конечно, котенку нужно вытаскивать срочно, потому что как только кошка перегрызла пуповину, ему уже там нечем дышать, он будет захлебываться. Бывает, что он выходит, и он как тряпочка, кажется, что прям совсем не живой, то есть его нужно там растирать, откачивать. Конечно, первородки и очень суетливые кошки, она относится к очень суетливым кошкам. Часто приходят рожать на кровать. Ну, я не выгоняю в этом случае. Смотрю, как процесс идет, то есть я пытаюсь там раз аккуратно перевести в родилку. Если кошка возвращается, то, конечно, я оставляю. Белье идет на выброс, потому что, это не отстирать потом. Но на самом деле это не столь важно. Если кошке так спокойнее, окей, потом все равно постепенно, когда она уже там закончила роды, перевожу ее в родилку уже с котятами там нормально лежит. Бывают, кошки действительно переживают и идут к хозяину, и нужно им рожать именно прям вот с хозяином. Напоминаю вам, что до Нового года осталось совсем мало времени. Кто еще не приобрел наши календарики, это будет отличным подарком и вам, и вашим близким. Переходите, их осталось совсем немного. Ну и мы пока участвуем в акции на Озоне. Все наши витамины, поэтому успейте их, пожалуйста, приобрести, потому что с января будет подорожание. Вот, кстати, вот этих витаминов осталось совсем чуть-чуть, и до Нового года, до следующего, их уже не будет. Просто потому что мы не успеем их пустить в производство, поэтому остаточки успевайте покупать, только в следующем году они уже будут по новой цене, естественно. Ну и напоминаю вам про Проактив. Это витамины для суставов. Если у вас пожилые животные, это прям вообще обязательно. Если животное с проблемными суставами, бывает хромает, еще что-то, это далеко говорит часто не о недостатке кальция, а скорее о проблемах с суставами. Потому что, собственно, кальций вы можете получать и из наших вот этих витаминок, потому что основа их идет как раз кальциевая. Поэтому вот эти витаминки очень классно комбинировать между собой. Вообще Проактив комбинируется и с витаминами для шерсти, и с витаминами мульти нашими, и с собачьими, и с кошачьими. Советую как минимум 2 раза в год проходить курс. Это будет очень полезно. Вот ссылочки оставляю. У нас тут начался какой-то процесс. Посмотрим, какой ее подтуживает. Очень, конечно, она странно все переживает, все схватки. Я первый раз такое вижу, что кошка не продышивала, а именно прям терпела просто. Одного котенка вытащила из нее, у него повиднелась нога, она уже была вся синяя, и там не было пузыря, то, естественно, он наглотался. Не до съемок было, потому что он, естественно, не дышал, и был тряпочкой, откачала его, и нога у него по-прежнему синяя. Но сейчас он что-то хотя бы пищит. Холли в шоке, она его даже не вылизывает пока. Я его положила к ней. Но она забилась в угол, мы еще доставали ее, вернули сюда. Она, конечно, в шоке от происходящего, и родовая, конечно, у нее очень плохая. Такой малышек к нам повернулся. Это вот спустя только 10 минут она сейчас начала его хоть языком пробовать. До этого лежала, она просто как каменная лежала. Ни на него не реагировала, ни на мои поглаживания, ни на что. То есть у нее прям такой шок. Давай. Она даже не пытается вылизываться. Тяжелые, конечно, у нее роды. Но это предполагалось, потому что она даже очень странно себя с самого начала вела. Она даже не гнездилась, не искала места, как обычно кошки ищут. Она прям вот очень эмоциональная, и она ушла в панику с самого начала дня. Так это все продолжалось. Она все время была в панике.
Выживет ли он, я не знаю, потому что вообще был бездыханный, когда достали, потому что он очень долго не могла его подцепить и достать, потому что он долго стоял в родовых путях, и стоял он без уже оболочки, то есть он очень много наглотался внутри. Сейчас, может быть, она, конечно, поспит и придет в себя, было бы хорошо. Сейчас ее периодически подтуживает. Посмотрим. Ну, конечно, она еще должна послед от него родить, как минимум. Ну и наверняка там что-то еще прям прощупывается в животе, что кто-то еще остался. Живой, не живой, непонятно, но там кто-то точно есть еще. Либо что-то там, может. Вряд ли, конечно, такой большой послед. Но материнские функции начала исполнять. Подгрызает пуповину. Там остаточки. Лишь его чуть-чуть. Надеюсь, дальше пойдет все легче. Сейчас вроде у нее раскрытие получше, чем было с этим, потому что там такое ощущение, что лапы вылезли, и все, раскрытия нет. То есть просто абсолютно все то же самое осталось. Сейчас вроде там видно, что получше. Что-то там торчит, может, либо у него послед, либо там пузырь уже следующий. Сейчас увидим, по-моему, там его послед. И сейчас там видно, что это очень темненькое, это послед идет, это очень хорошо. То есть вопрос, с этим котенком можно будет закрыть, чтобы послед вышел. Всегда записываю, сколько последов чего. Это обязательно, чтобы понимать, что вышло все. Очень редко бывает 2 котенка на одном последе. Я за все время видела только 1 раз. Ну, вот сейчас там потихонечку еще 1 пузырь лезет. Было видно на одной потуге, что там прям пузыречек. Хорошо, что в полном пузыре, а не как этот лес. Может быть, полегче будет. И это нормально, что как бы там лес этот, полез в пузырь. Хотя до этого лез послед. Потому что у кошек матка двурогая. И может вполне малыш из другого рога идти, а последующий будет в другом роге. Во втором. Ну, в первом, в смысле. Смотря что читать первым, что вторым. Маленькая, прям тяжело дается. Еще неопытная мамочка не подставляет ему пузо. Видите, пузырь идет. На этом этапе я помогать я не буду, потому что если сейчас, естественно, проколю пузырь, будет та же самая история. Тогда, видимо, она себя проколола пузырь сама, разлезала или что-то такое, поэтому так получилось. Сейчас просто буду следить, чтобы она опять не разлезала этот пузырь, а чтобы она именно выдержала его в пузыре. Посмотрим, что там, потому что, насколько нам известно, есть, ну, это точно не оно, есть плодное было яйцо, которое замерло на ранних сроках. Опять он пузырь идет. Не получается пока никак выдержать его. Так, нет, вот этого я не дам сейчас сделать, чтобы она, главное, не разлезала оболочки пузыря. Вот так вот. Породные кошки, бывает, тяжело рожают. Все говорят, раньше у кошки во дворах рожали, да, но во дворах их вымирало много. И не все переживали эти роды. Хотя я знаю много, например, роды Мелиссы, там, Барби, других кошек мы их видели, насколько у них намного проще это происходит. То есть пузыри в 2-3 там поток выходят. Здесь прям очень такая сложная родовая. Медленная, я бы сказала, слабая. Как любят у людей говорить, слабая родовая. Не могу на этом этапе, я, к сожалению, помочь не могу, только навредить, если полезу туда сейчас, поэтому помочь я сейчас на этом этапе не могу. Упирайся.
Малышка сам он не вытужится. Каждая роза так волнительна для меня. Как его рассасывает. Вы помните, как Мелисса громко рожает? Какая-то бесшумная кошка. Давай, давай. Угу. Вот, сменила позу. Ну давай. Буквально 2 сильные потуги сделать, не пропустить назад, и он уже должен появиться. Он ходит туда-сюда. Там, если посмотрите, видно хвостик прям в мешке. Шевелится, видите? Родился второй, не получилось снимать у него. Сейчас я вправила, немножко кишка попадает. Немножко здесь выпало. Тяжело очень дышит, фигово. Несмотря на то, что откачала, но дышит, видите, ребрами. Ну, сейчас еще, конечно, попробуем. Тяжело идет у нее. А тот прям присасывается, молодец. Прям умничка. Ну и что? Ночь у нас прошла хорошо. Каждый часик вставала к этим малышам. Один, с которым я сомневалась, он ночью там немножко плотненько ему было, но мы опять его чуть-чуть откачали, и все, смотрю, прям уже присасываться начал, все у него прекрасно. Да? Коля тоже отошла, уже урчит, выходит попить. В общем, слава богу, все хорошо. Да ты же моя сладкая. Кошка хорошая. Очень хорошая.